Бедность не за горами. Российская империя дичает с каждым днем. Как выжить в дикой России, мы начали говорить с вами в прошлый раз. И вместе готовили вкусные напитки из вот такого гриба. Трутовик настоящий. Ну, а если вообще жрать нечего, из этого трутовика можно приготовить реальную еду. Вот прям настолько реальную, что нажраться и куда-нибудь напечь. И сегодня мы будем готовить настоящий суп из настоящего трутовика. Трутовик обыкновенный или настоящий растет на лиственных породах дерев. Гриб поселяется на ослабленных деревьях и постепенно их убивает. И даже после этого трутовик продолжает расти уже на мертвом дереве. Так что для деревьев трутовик настоящий убийца, а для нас ценная находка. Начинаю собирать урожай. Погнали. Эх. Хороший экземплярчик для супца. Для супца. Гляньте, какой красивый грибок. Кстати говоря, вот так даже на ощупь он не особо деревянный, ну как бы твердый, как и любой трутовик, конечно. Но, я думаю, для супчика я его сейчас срежу. О, какой красавчик. Кстати говоря, обратите внимание, я стараюсь не сбивать вместе с корой и не рубить эти трутовики, а именно спиливать. Почему? Потому что через какое-то время вот здесь, вот на этом месте, опять будет расти трутовик. Вот так. В древности трутовик настоящий был настолько ценным и популярным, что его продавали направо и налево. Гриб даже получил почетный титул «Царь всех лекарственных снадобий». За что же так высоко ценили этот обыкновенный трутовик? Трутовик настоящий способен мощно очищать наш организм. Он нейтрализует и выводит даже тяжелые токсины. Это свойство гриба зафиксировали современные ученые. Как всегда, испытания проводились на братьях наших меньших, на мышах. И результаты были просто потрясающими. Из организма животных выходили даже мышьяковые соединения и дихлорид ртути. Такие очищающие свойства трутовика настоящего ценили еще в Древней Греции. Один греческий царь долгое время пил настой из этого гриба. Как-то он впал в депрессию и решил отравиться. Принял большую дозу яда и ничего. Яд не только не подействовал, но и не вызвал дискомфорта в желудке. Вот так. Трутовик настоящий имеет множество целебных свойств. Но как можно из этого твердого, почти деревянного трутовика приготовить еду, например, суп? Можно. Скоро вы сами все увидите. Конечно, в супе у нас будет не только трутовик, но и другие ингредиенты, которые тоже можно бесплатно насобирать в лесу. В нашем супе мы можем использовать перловку, гречку, другое зерно, другие крупы. Но в дикой России круп в магазинах нет. Ну и денег тоже нет. Поэтому на помощь приходят желуди. Конечно, желуди используют в основном в корм домашним животным, например, свиньям. Но разница небольшая. Так что вперед за желудями!
Трутовик и желуди для нашего супа мы уже добыли. Но для полноценного первого блюда этого недостаточно. Не будем забывать, что еще весна, поэтому не помешает добавить что-нибудь витаминное и противовирусное. Итак, согласно рецепту, в настоящем трутовиковом супчике должен присутствовать лук. Как ни странно, его тоже можно найти в дикой природе. Так что для дикой России дикий лук. Насчитывается почти 900 видов лука. Многие из них можно отыскать в лесу. И хотя внешне некоторые виды не похожи на знакомый нам репчатый или зеленый лук, но их запросто можно употреблять. Один из них – это медвежий лук, или известная нам черемша. О, нашел. Вот она. Вот она, черемша. По-другому называется медвежий лук. А лук – это то, что нам сейчас и надо. Дикий лук. Хорошо, что можно использовать не только клубни, не только луковички, но и зелень, которая сверху. Во, супер! Вот здесь вот ощущается такой приятный чесночный запах. Именно отличие этого вида дикого лука, то, что он пахнет чесноком. Так, ну что, смотрим, что мы тут видим. А ну-ка. Ну, скажу вам, конечно, луковица, это громко сказано, но что-то здесь такое есть. Вот такой вот у меня лука-чеснок. Настоящий будет витаминный, супервитаминный супчик. Вот так. Итак, начинаем приготовление. Свежесобранного трутовика нам необходимо около 300 грамм. Грибы предварительно следует вымочить в воде, чтобы уменьшить горечь и немного размягчить. В воде трутовики должны находиться не менее 6 часов, а лучше сутки. Меняем воду каждые 3 часа. Чтобы подготовить желуди, их надо очистить от кожуры и варить 20 минут. Вот все необходимые ингредиенты. Трутовик 300 грамм, отварные желуди 150 грамм, 3 картофелины и 2 моркови. Кстати, при бедности картофель можно заменить корневищами разновидностей камыша или корнями ежеголовника, а морковь можно заменить дикой морковью. Все это при желании находим в лесах, полях и реках. Едем дальше. Кроме дикого лука я все-таки возьму одну обычную луковицу. Еще нужны 2 яйца и немного растительного масла. Вымоченный трутовик начинаем отваривать. Пока он варится, перемалываем желуди через мясорубку. Ну а если мясорубки нет, нужно любым удобным способом их измельчить. Морковь трем на крупной терке. Продолжительность отваривания трутовика зависит от его возраста. Чем старше гриб, тем дольше его надо варить, но не менее 30 минут. Я отварил 1 час. Вынимаю трутовик, но отвар не выливаю. Его будем использовать для супа. В нем содержится масса полезных веществ. Теперь измельчаем трутовик на терке. Картошку режем кубиками. Далее нам необходимо взять яйца и взбить их. Можно немножко подсолить, доливаем 1 стакан воды и снова все вместе взбиваем. Вот такой натюрморт у меня получился. Все продукты подготовлены для супа. Что мы имеем? Измельченный на терке трутовик. При желании его можно дополнительно перемолоть на мясорубке, точно так же, как и желуди. Чем меньше фракция, тем лучше. Картошка, нарезанная кубиками. Луковички дикого и обычного лука. Зелень дикого лука, черемши. Подсолнечное масло для зажарки. Потертая на терке морковь.
взбитые яйца вместе со стаканом воды и отвар, в котором я варил трутовик. Едем дальше. В отвар от трутовика добавляем воды. Сначала довожу до 3 литров. Все это выливаю в кастрюлю для варки и доливаю еще 1 литр, чтобы объем жидкости для варки супа составил 4 литра. Отдельно на сковороду выливаю масло, туда же порезанные луковички и морковь. Все это слегка поджариваю. Теперь в кастрюлю с отваром и водой помещаю измельченный трутовик. Туда же отправляю желуди. Все это буду варить не менее 1 часа. Дело в том, что трутовик и желуди довольно жесткие, поэтому их надо максимально размягчить. По прошествии часа варки добавляю морковно-луковую поджарку, затем подсаливаю. При желании можно добавить и различные специи. Далее постепенно выливаю взбитые яйца, при этом суп постоянно перемешиваю. Ну а в конце добавляю картофель. Все это варю около 20 минут. Вот и готов наш замечательный супец из трутовика настоящего. Конечно, сам трутовик в супе все равно может быть слегка жестковат. Но, как говорится, голод не тетка. Когда нечего есть, супец уйдет за милую душу. Тем более, что этот суп действительно очень полезен для здоровья. Ну а к тому же обошелся нам почти бесплатно. Ну и последний штрих – это зелень дикого лука черемши. Ее добавляем в свежем виде прямо в тарелку. И спробуем. Пахнет аппетитно. Вкус, в принципе, съедобно. Кушать можно. Супец практически на шару. То, что любят путлеровцы. Как раз для вас. Так что выжить в дикой России возможно, если у вас есть трутовик настоящий.